Я уже пишу подруге, что пока что я жива. Значит, в машину залетают 3 мужика. Вызываем на эту машину, я не знаю, что-нибудь. Что за трэш? Я не понимаю просто. Сейчас я просто на ходу выйду из тачки. Все, еще пакет на голове. Всем привет, мои сладкие. С вами я, Алена Гущина, и вы на моем канале. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Ну а мы начинаем. Погнали! И это бабские трэш-истории. И сегодня ко мне в гости пришла прекрасная Диана. Диана, привет! Привет, Аленочка. Как твои дела? Все прекрасно, как твои дела? Отлично! Скажи, пожалуйста, пару слов о себе. Кто ты и чем ты занимаешься? Я обычный человек. Менеджер по продажам. Отличное начало. Да. Также я учусь на заочке, но это уже не так важно. В основное время я работаю. Просто рабочий обычный человечек. Как и большинство из нас, наверное. И у тебя накопилось много трэшовых историй. Естественно. И ты готова ими поделиться И поэтому сегодня. я здесь. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем. У Погнали! меня нарисовался свободный вечер, и самое главное — настроение. Мне появилось настроение, Надо оно такое... погулять, Да, а я пошалить. очень тогда давно не шальное. общалась с Мгм. молодыми людьми. И то есть я такая думаю, ну ладно, наверное, я встречусь как-то. Ну, как-то уже немножко пора. Он мне пишет, что он приедет на машине. Я такая волнуюсь, такая думаю, ну, папа и мама учили, что в чужие машины не садятся. Вот, я пишу, что я в машину не сяду, потому что есть волнение. Ну, и уже я хочу слиться, если честно. Я уже такая, все, если он приедет на машине, я не хочу. Лучше на такси куда-то доехать или что-то такое. Вот, но он такой, вроде бы как меня уговорил, он такой, не переживай, все будет хорошо, сфоткаешь номера, отправишь подруге. Я так и сделала. Реально? Реально так и сделала. Красавчик. Да, я прям написала, еще я подруге сказала, что если я в районе 30 минут не отвечаю тебе прям вообще никак, то у меня проблема. Ты знаешь, вот раньше я смеялась над этими историями, когда мне говорят, а сейчас я думаю, блин, это правильно. Ну, почему бы и нет? Ты беспокоишься о своей безопасности, это нормально, ты имеешь право. И ты имеешь право попросить человека там сфоткать Да, номера и так это далее, и ж так так далее. было. Тем более ты можешь сразу, кстати, ну, как бы, если он напрягается, что ты там что-то фоткаешь, то уже можно понять по нему, что что-то не то. Так он даже А сам если парень написал. спасибо говорит, ой, если парень говорит, типа, давай сфоткай, конечно, то тогда нормально. Да. Да, он даже сам предложил, то есть он меня такой успокоил, думаю, ну ладно, Ну хорошо. все, да. Мгм. Да, все, едем. Значит, все, мы начинаем болтать, мне он понравился, много вопросов, и тут он вкидывает, да, информацию, что у меня, правда, там небольшие проблемы, а я ему говорю, да рассказывай. Он ничего не рассказал, дальше едем. У меня проблемы и ничего дальше. Все. Да, то есть он... Он просто сказал, что у него да, проблемы. это просто, ну, такой он вкинул, как бы, это почему я это отмечаю, то есть, да, я же могла этого не говорить, потому что слушайте дальше. Смотрю, он куда-то так подзавернул, и соседняя машина, которая проезжала, типа спускает стекло, там же тоже водители как-то между собой же могут иногда, бывает, Да. общаться, предупреждать, там у тебя что-то отвалилось или что-то такое, да, ну, бывает всякое. Что отвалилось? Там отвалилось. Вот, и, в общем, открывает окно, и такой говорит, слушай, у тебя там, говорит, шина вообще спущена, ты уже чуть ли не на диске едешь. А он такой перепугался, что случилось, что происходит. Я такая думаю, очень странно. Подозрительно. Очень непонятная ситуация. Подозрительно. Да, значит, он быстренько выходит из машины, Ты сидишь его в машине, нету минуту, он да. выходит. Я уже пишу подруге, что пока что я жива. А Пока ты на всё связи, хорошо. да, типа с Ну, ней? естественно. Всё нормально. Естественно, Мгм. уже все схвачено. Я говорю, пока что все нормально. Он просто заходит и говорит, ну, я не знаю, они, ну, вроде бы все хорошо. Шина, ну, нормальная. Ничего не спущено колесо. Я такая, ну ладно, очень странно. Мы как-то медленно трогаемся. Значит, в машину залетают 3 мужика. Посередине садится слепой, по краям садятся огромные какие-то 2 нерусских чувака. Они начинают его бить. Мы начинаем в этот момент ехать. Что за трэш? Я не Они понимаю его просто. начинают не то чтобы В бить, секунду они... всё это, да, нет, происходит? Нет, это очень, да, резко произошло, значит, они садятся в машину, они начинают какой-то гул, какой-то ор, ты не отдал деньги, у тебя там, ты вообще офигел, такие вот какие-то вещи начинают обсуждать. Я просто не понимаю, а я не понимаю, что происходит. Я говорю, ребят, вы шутите? Ну, типа, вы смешные. Что за приколы? Да, и просто в какой-то момент, через пару минут, как я это говорю, ему надевают пакет на голову, а мы едем. Кому ему-то надевают? Водителю непосредственно, с которым я на свиданке, типа. Я просто не очень представляю, что он слепой 2 амбала, что? What the fuck, мазафака? А ты ржешь или что? Какая у тебя реакция? Я не смеюсь, я не понимаю, что происходит, мне кажется, что это розыгрыш. Ну да. Все, вот такие у меня эмоции. Я просто такая думаю... То есть ты не веришь, короче говоря? Я не верю, да, но Всё. когда ему надели пакет на голову, я уже поверила,
поверила, потому что мы едем, мы в пути, даже я взяла его руль, чтобы мы никуда не съехали, понимаешь? Как будто бы кинул на деньги этого слепого. И тут пришли его кореша за него впрягаться. Вот такая история. Да. Немножко по сленгам пройдемся, кореша впрягается. Современно, модно, молодежно, да. Ну, мне пару вопросов задали, ты его жена, потому что у него есть жена. Я такая думаю, твою богу, вашу мать. Я говорю, я не жена, я говорю, первый раз вижу вообще, и как бы меня не трогайте, пожалуйста. Я говорю, делайте с ним все, что хотите, говорю, просто меня, говорю, отпустите вообще. Да, ну если он, ну, реально какие-то там вещи вытворял. Значит, все, у них уже начинается какой-то, они орут, кричат, ногу один сзади ногой его, ну, по водительскому вот этому вот, короче, они его, то есть телесные какие-то тоже повреждения ему наносят. Но это так, типа, наигранно или реально? То есть можно же как-то ударить так, а можно Мне прям показалось, жестко. что это было реально. Ты испугалась? Я испугалась. Все. Насколько в критический момент вообще по-другому думает голова? Насколько ты вообще обращаешь внимание на детали? Я хочу разблокировать телефон и написать, что, я не знаю, вызываю на эту машину, я не знаю, что-нибудь. И в этот момент вот этот самый шебутной чел сзади, он такой говорит, ты его сильно не бей, вдруг он мусорнется. И в этот момент я понимаю, а вдруг они подумают, что я сейчас мусорнусь? Ну, сорнешься. Ну, вдруг я, да, кого-то там ставлю в известность, и мне тоже попадет. То есть, да, я уже даже об этом подумала. Я, значит, убираю, все, мы едем, и просто в какой-то момент такая думаю, сейчас я просто на ходу выйду из тачки. Вылечу. Да, вылечу. А на какой скорости вы едете? Ну, где-то там 70-80 пусть Ну, будет, да? нормально, да. Потом я такая думаю, так, ну, а зачем тебе просто так лететь из машины? Если уже тебя начнут трогать, тогда будешь вылетать из машины, А да? пока не трогают, не надо Пока вылетать. все нормально, пока это. То есть едем, я просто наблюдаю, даже в какой-то коннект уже с ними. Я попыталась понять их проблему, да, вот этих вот, которые пришли мстить за что-либо. Все, еще пакет на голове. Нет, он его разорвал. Отлично. Он просто едет, уже все, он уже не едет просто. Пояснили, пакета нет. Да, пакета нет, короче, слава богу. В общем, значит, мы едем, и вот я уже пытаюсь вникнуть в историю. Я говорю, а что случилось? Ну, чтобы, да, я была на хорошем счету, чтобы, ну, типа, пыталась прояснить. Подмазаться кому-то? Да, не то, что подмазаться, а просто вообще прояснить, что я здесь вообще крайний человек. Меня трогать не надо. Мы начинаем, значит, разговаривать уже с вот этим самым шебутным человеком. Говорю, что случилось? Он там, деньги, вот это вот все, обман, какую-то нелепую историю мне начала рассказывать с этим вот слепым молодым человеком. Что происходит дальше? Мы уже подъезжаем, я уже думаю, Господи Иисусе. Ну, вы не представляете спектр эмоций. Может быть, сейчас даже и вот на историю как это что-то непонятно, а на самом деле такой спектр эмоций я просто вообще в этот момент почувствовала. Это просто жесть. И я просто вылетаю, и у меня вот этот вот глоток воздуха, зима, холодный воздух, и я прям выхожу из машины, чуваки выходят, и это пранк. Ты такая, я знала. Андрюха, это он? Что делает? Тихо, хорош! Твоя девушка до дома довезла, что вы делаете? Я все, ты че? Тихо. Все, это прикол, это прикол. Нет. Это прикол. Это были, короче, начинающие пранкеры. Ну, хреновые, да, какие-то, видимо, У них все начинающие. вообще пранки были смешные до меня. Парни только начинали, у них там что-то там, по-моему, 1000 просмотров и такая вот история. Но они передо мной извинились и такие, типа, блин, извини, что так получилось, как бы это... Как самое. это вообще же они заморочились, все это продумали, что Да. он подъехал, машина, там еще 2 чувака, там еще слепой. Они а он еще и реально влезли, слепой они вообще еще и был, влезли. или- Да нет, конечно, он просто... А ты не поняла, что ли, в моменте, что... Ты- Ну, я не знаю, я Нет, не- ты я не знаешь, была в я не таком- поняла, потому что когда сначала я не верю, а потом я вижу пакет на голове, и как Ну да. херачит его сзади чел ногой уже. Надо же так было заморочиться, Диан, да? Это же получается, что он списались. Он не жена, да. То есть он кого-то, может быть, с Тиндера еще выцеплял. Нет, это не его знаю, друзья были. Ну нет, с Тиндера же он выцеплял тебя, и, может быть, еще была какая-то девушка, которая тоже 100% попадала в была, такую нет. типа А ситуацию. я же начала сливаться. Помнишь, я подметила, что я начала сливаться? Да. Что я такая, нет, я не поеду. А камера в машине, у них уже все там чуть ли не оборудование. Ну, насколько там у них там было это А ты оборудование. не увидела все тоже это? О, нет, вообще не заметила. Не Ну, а что заметила? там, небось, какой-то видеорегистратор, допустим, я даже не заметила, Ну да, естественно, да? да. И, значит, он такой в какой-то момент говорит, блин, я думаю, у меня уже все готово, я уже готов к съемкам, а ты пишешь, нет. Я, говорит, на волнение. Они еще такие, знаешь, что сказали, что мы волновались и переживали, подумали, что раз ты дзюдоистка, нас Ты сейчас типа всех навалят. ответку. я и 3 мужика здоровых, ну просто там такие ребята, и Ты такая, Кия! Всех уложила, раз. это не так работает. Ну, как бы, А как? никак.
Просто что-то там занималась, и на самом деле это все несерьезно. Так этот Артем искал девушку-то или нет? То есть это все было только ради пранка? Да, хотя Тут мне так понравилось. грустно. Да, понравился реально? Мне понравился, да. Но на тот момент я этого не показала, мы такие, типа, все разошлись. Ну, раз он не проявил в дальнейшем такие внимания, значит, я ему не очень, видимо, понравилась. И опять-таки очень хорошо, что я все-таки сфоткала номера. То есть, Да, в принципе, да. к сожалению, там, да, рано или поздно, но меня бы нашли. Желательно не поздно. Да? Понятно. Девчонки, это, кстати, действительно важно на самом деле. Мне кажется, ничего нет зазорного в том, чтобы попросить парня сказать номера своей машины, отправить там подруге Да. и так далее, потому что это ваша, в первую очередь, безопасность. Абсолютно точно. И справки тоже можно спрашивать. Смотрела какой-то выпуск ваш Да. с девушкой, у которой свой тату-салон. Справки тоже не стыдно спрашивать. Это важно. Что-то мы такие правильные стали, мне аж страшно просто сам. Тут такая за справки, за номера, за все. Диана, спасибо тебе большое за историю. Дорогие друзья, если вам понравилось, пишите комментарии, пишите о том, какие у вас кринжовые истории были на свиданках. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока!